Всем привет! И сегодня вы узнаете про самые опасные банды России. Эта ОПГ обзавелась узнаваемым почерком, который заключался в расчленении трупов несговорчивых бизнесменов и захоронении конкурентов заживо. Речь идет о банде «29-й комплекс». Группировка появилась в Набережных Челнах в Республике Татарстан в середине 80-х. В дальнейшем заработала репутацию одной из самых жестоких банд в истории России. Название получило в честь микрорайона. Лидером группировки стал Мансур Сафин, который сплотил вокруг себя своих приятелей. Банда отличалась высоким уровнем подготовки и дисциплины. За курение, употребление алкоголя или наркотиков тут можно было легко распрощаться с жизнью. Сообщники болели общей идеей, они хотели захватить власть в городе. И в их понимании все средства были хороши. Естественно, правоохранительные органы не могли проигнорировать уличное насилие, и вскоре Сафин очутился за решеткой. Новым главарем группировки стал Адыган Саляхов по кличке Алик Большой. Прожженный бандит, которого боялись даже собственные подручные. Он избавился от вернувшегося из тюрьмы Сафина, расстреляв его из автомата в собственном строящемся коттедже. Деньги банда делала на рэкете. Они взимали дань с бизнесменов и очень быстро подмяли под себя большую часть предприятий Набережных Челнов и вышли далеко за его пределы. Влияние группировки распространилось даже на КАМАЗ. Их ежемесячный доход перевалил за сотни тысяч долларов. Именно в этот период 29-й комплекс прослыл изуверами. В составе ОПГ даже была специальная бригада могильщиков, которая избавлялась от тел жертв и заодно зачищала следы на месте расправ. В 2004 году 33 членов группировки, включая Саляхова, поймали, осудили и его приговорили к 25 годам тюрьмы. Следующая в списке – Тамбовская ОПГ. Одна из мощнейших ОПГ Санкт-Петербурга 1990-х – начала 2000-х годов. Название группировка получила от места рождения ее основателей – Владимира Кумарина и Валерия Ледовских. Познакомились они в Санкт-Петербурге, однако оба были уроженцами Тамбовской области. До начала преступной карьеры Кумарин подрабатывал в ленинградских кафе сначала швейцаром, а позже вышибалой. Однако это дело ему быстро наскучило, и он задумался о том, чтобы заняться чем-то более серьезным. Тогда-то вместе с Ледовских он и решил создать свою преступную группировку. Поначалу в банду принимали только земляков, но после репортажа Александра Невзорова, где он рассказывал об ужасных тамбовцах, число желающих попасть в Тамбовскую ОПГ стало расти. И теперь месторождение было не так уж и важно, ведь среди вступающих были бывшие военнослужащие, выходцы из силовых видов спорта и даже депутат Госдумы Вячеслав Шевченко. Преступники занимались импортом оргтехники, экспортом леса и игорным бизнесом. В середине 90-х группировка через порт Санкт-Петербурга контролировала треть российского наркотрафика, а с помощью депутата ей удалось легализовать и на несколько лет монополизировать весь топливно-энергетический бизнес города. Власть тамбовских была столь велика, что их главаря прозвали «ночным губернатором Петербурга». А в историю лихих 90-х банда вошла с длинным списком громких дел. От попытки достать субмарину для колумбийских наркобаронов до убийства политика Галины Старовойтовой, которую застрелили в 1998 году у дверей ее же квартиры. За время своей деятельности Кумарин купил квартиру стоимостью $5 миллионов. Всего же у него было активов примерно на $2 миллиарда. По сегодняшним меркам около $3,5 миллиардов. В 2007 году Кумарина задержали. Изначально за 2 рейдерских захвата в Петербурге его и других членов банды приговорили к 15 годам лишения свободы. Однако, когда позже открылись новые подробности деятельности группировки, приговор ужесточили до 24 лет колонии строгого режима. Ореховская ОПГ. Опаснейшая преступная группировка Москвы 90-х годов. Ореховская группировка получила свое название от района Москвы Орехово-Борисово, где проживало большинство ее участников. Все началось с простого тракториста Клина Тимофеева.
который в конце 1970-х годов отслужил службу и переехал в Москву. Парень увлекался спортом и мечтал стать известным спортсменом. В Москве он начал работать инструктором по карате, однако его ожидания не оправдались. Карьера в спорте не сложилась, зарплата была низкой, а вдобавок к этому в 1981 году власти официально запретили карате. После женитьбы и рождения ребенка финансовое положение Тимофеева только усугубилось. Конечно, в свободное время он подрабатывал таксистом, но, как он сам выразился, «Ну, пробовал я на машине бомбить. Весь вечер и шачил, 31 рубль в карман положил и устал, как собака. За день на наперстке я в 100 раз больше заработаю». Невинное на первый взгляд занятие приносило серьезную прибыль. Однако к хорошему привыкаешь быстро, поэтому очень скоро этого стало мало. Простой тракторист из новгородской деревушки постепенно начал брать под свой контроль разрозненные банды Южной Москвы. В 1988 году Тимофеев уже обзавелся авторитетом и кличкой Сильвестр и имел под рукой пару десятков крепких парней. Многие члены группировки были такими же бывшими спортсменами, каким некогда был он сам. Без гроша в кармане и каких бы то ни было перспектив в профессиональном спорте. Постепенно влияние группировки распространилось на всю Москву, а затем и на Россию. В сферу деятельности ОПГ входили грабежи дальнобойщиков, угоны автомобилей, рэкет, финансовые махинации. Ореховские наводили ужас на всех жителей Южного округа Москвы своими дерзкими выходками и особой жестокостью. Они брали дань с автозаправок, торговых точек и многочисленных частных предпринимателей, а кровавые разборки с конкурентами и заказные убийства были для них обычным делом. Одним из самых громких убийств Ореховской ОПГ было убийство грузинского криминального лидера, политика, бизнесмена и основателя партии «Спортсмены России» Атари Квантришвили. Как и большинство криминальных авторитетов, Тимофеев погиб раньше, чем до него успели добраться власти. Главаря преступного альянса убили, подложив ему в машину радиоуправляемую бомбу. Суконная Слобода или Суконка была названа в честь микрорайона Суконная Слобода, недалеко от центра Казани. Группировка действует до сих пор и считается одной из самых старейших в России. Ходят слухи, что она восходит едва ли не к царским временам. У банды также есть свое кодовое обозначение 797, которое расшифровывается как «Суконка. Долина смерти». В 1990-х годах лидером ОПГ был вор в законе Марсиан Якупов по кличке Марсик. Под руководством главаря банда занималась почти всеми видами криминального бизнеса, но в основном специализировалась на крышевании и розничной торговле. Примерно в это же время сформировался определенный свод правил членов Суконки. Одно из правил гласило, что членам группировки разрешалось работать, но было строго запрещено прислуживать другим, например, трудиться официантом или автомойщиком. Внутри ОПГ царила суровая дисциплина. Участники 3 раза в неделю были обязаны участвовать в совместных спортивных тренировках и занятиях по единоборствам. Также каждый член банды должен был ежемесячно сдавать в общак фиксированную сумму. Деньги, как правило, тратились на поддержку отбывающих сроки соратников и на находящихся под следствием адвокатов. В 2006 году лидера Суконки поймали на мошенничестве и приговорили к 7,5 годам тюремного заключения. Однако 6 лет спустя бандит умер от сердечного приступа. Несмотря на все это, ОПГ свое существование не прекратило. В настоящее время сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью проводят все необходимые мероприятия по разобщению формирования Суконка. Слоновская ОПГ. Самая крупная и известная рязанская ОПГ. Деятельность выходила далеко за пределы региона. Появилась группировка в 1991 году. Ее лидерами были заместитель городского прокурора Николай Иванович Максимов по кличке Макс и таксист Вячеслав Евгеньевич Ермолов по прозвищу Слон. Началось все с того, что Николай Максимов перестал довольствоваться своей прежней жизнью и понял, что для быстрого обогащения не найти лучшего пути, чем приступить закон.
Однако проворачивать незаконные операции одному – дело трудное и рискованное. Впрочем, вскоре судьба свела Максимова с местным таксистом Ермоловым. Честностью и добропорядочностью тот не отличался. Цены часто завышал, пользуясь тем, что пассажиры не осмеливались спорить с угрюмым двухметровым детиной. Вместе Максимов и Ермолов решили пробиться в криминальную среду. Поначалу они занимались лишь крышеванием местных наперсточников. Именно так преступники сколотили свой первый капитал. Параллельно, через знакомых, они подыскивали крепких молодых людей, которых потом тренировали в подвальных качалках. Желающих вступить в ряды слонов было много. Особым рвением отличались осиротевшие подростки, которые романтизировали криминальный мир и готовы были рисковать жизнью по приказу боссов. Вскоре преступники освоили махинации с продажей автомобилей и рэкет. Схема была проста. Бандиты выступали под видом покупателей или продавцов. Забирали авансом автомобили или деньги, после чего скрывались. Обманутые граждане пытались найти мошенников. Если им это удавалось, то заканчивались такие встречи для них жестоким избиением. В конце 90-х слоны фактически управляли Рязанью. Они проявляли интерес к финансовым пирамидам, организовывали заказные убийства и держали весь город в диком страхе на протяжении нескольких лет. Они были настолько известны и популярны, что среди рязанских девушек было престижно выйти замуж за слона. Уже в 1996 году Слоновская ОПГ была ликвидирована. Самые влиятельные члены банды были осуждены и получили срок лишения свободы на 15 лет. Сам же главарь группировки, таксист, который держал в страхе всю Рязань, сбежал с награбленным в Европу. Хади Такташ – страна чудес. Зашел в поезд и там исчез. Так говорили об ОПГ жители Казани. Банда появилась в 1982 году по инициативе молодых рецидивистов. Шефство над ними взял казанский вор в законе Рауф Шарафуддинов. Основной задачей преступников был контроль над вверенной территорией. Но все изменилось после того, как из тюрьмы вышел Радик Галиакберов по кличке Раджа. Он решил, что времена изменились и что теперь действовать нужно решительно. Чтобы существенно увеличить прибыль, Раджа предложил расширить сферы влияния ОПГ, заняться рэкетом и наладить поставки запрещенных веществ. Задумка не понравилась действующему шефу формирования, и вскоре завязалась война. Завершилась она не в пользу авторитета. После этого Раджа стал полноправным главарем Хади Такташа и приступил к осуществлению своих планов. Под его руководством банда держала в страхе Казань до 1999 года. Бандиты курировали более 40 компаний и контролировали казанских проституток. Городской комбинат здоровья предприимчивые такташевцы превратили в городской центр продажной любви и наркоторговли. Кроме этого, по городу действовали несколько крупных подпольных борделей, каждый из которых приносил членам Хади Такташ до $6000 в день. Сам же главарь банды Радик Галиакберов нередко возил с собой в машине $1 миллион наличными и любил посорить деньгами перед публикой. Даже на кладбищах ничего не происходило без ведома местных мафиози. Возможно, поэтому излюбленной тактикой расправы с конкурентами и другими недоброжелателями было назначение стрелки прямо на кладбище, чтобы потом не тратить время на избавление от улик. В 1999 году полиция поймала одного из хадишевских киллеров. В отделении он сдал Раджу, и вскоре главаря банды задержали. В 2002 году его приговорили к пожизненному заключению и отправили в колонию «Черный дельфин». Еще одна не менее жестокая группировка – Тверские волки. Это была относительно малочисленная бандитская группировка, костяк которой составляли не более 10 человек. Однако это не помешало ей взять под контроль грузоперевозки и автозаправки на трассе Москва-Санкт-Петербург, и горный бизнес, строительные и лесозаготовительные компании, производителей алкоголя. Лидером группы был Александр Костенко по прозвищу «Лом». Так его прозвали коллеги за бывшее место работы, ведь раньше он отвечал за прием лома драгоценных металлов. В 1984 году Костенко получил 7 лет тюрьмы за кражи, сбыт краденого и хранение оружия. На зоне он познакомился с Анатолием Осиповым,
по прозвищу «Волк». Когда Костенко вышел на свободу в начале 90-х и создал ОПГ, он назначил Волка начальником боевого сектора банды. Сам Осипов был человеком со странностями. Он не раз утверждал, что киллеры под его началом – санитары леса и сверхлюди. Всем вступающим в их группировку он велел делать татуировки в виде волчьей головы. Так, позже на теле у одного из преступников нашли татуировку Акелы из мультфильма «Маугли». Тверские волки занимались вымогательством и угоном машин, а также собирали дань с проституток на трассе Москва-Санкт-Петербург. В конце 90-х к списку добавились еще и заказные убийства. При этом волки прославились тем, что превращали расправы над конкурентами в жестокий спектакль. Они публично расстреливали жертв в упор, иногда делали это с двух рук. Именно поэтому Тверская ОПГ вошла в историю как одна из самых кровожадных. Самым громким преступлением банды стало убийство Михаила Круга 1 июля 2002 года. Изначально в планах было лишь украсть что-нибудь из дома певца и тем самым заставить его обратиться за помощью к лому. Таким образом, Круг стал бы должником и был бы вынужден отдавать ему часть гонораров за концерты. Однако певец вернулся домой раньше и застал грабителей. Бывший прапорщик Дмитрий Веселов смертельно ранил Круга и вскоре поплатился за это жизнью, потому что певец был другом и кумиром сына Волка, и Осипов-младший лично расправился с Веселовым. Банда распалась после убийства Лома в 2006 году. Автомобиль главаря расстреляли из автоматов, оставшихся членов ОПГ приговорили к пожизненному заключению. Ну и напоследок Волговская ОПГ. Волговская преступная группировка была создана двумя уроженцами города Тольятти, сотрудниками гостиницы «Волга» Александром Масловым и Владимиром Карапетяном. В основном банда занималась продажей краденных деталей с местного автозавода ВАЗ. Сначала бандиты получали дань с фирм, торгующих «Жигулями». Но вскоре под контролем группировки оказались десятки предприятий и дилерских компаний. В этот период волговские зарабатывали свыше 400 миллионов долларов в год. В середине 80-х ОПГ контролировала весь теневой бизнес Тольятти. Подпольные коммерсанты, а их было в городе много, платили Маслову ежемесячную дань. Однако вскоре Александр был осужден за убийство, которое совершил в ходе одной из разборок с конкурентами. А в 1992 году он был расстрелян сразу же после освобождения. После смерти Малова во главе группировки встал Дмитрий Рузляев по кличке Дима Большой. Ему удалось пробыть лидером группировки 6 лет. В 1998 году он, как и его предшественник, был убит. Перед окончательным распадом банды последний лидер Евгений Совков решил отомстить главным врагам. В этот период в Тольятти произошла так называемая серия громких расправ. Были убиты директор телекомпании «Лада ТВ» Сергей Иванов, директор рыбокомбината Оксана Лабинцева и другие известные люди города. К началу 2000-х группировка была ликвидирована. Большинство лидеров и киллеров банды были убиты. Остальным же Самарский областной суд вынес приговор в виде пожизненного заключения. Как видите, каждого злодея ждет свое наказание. Одних учит закон, других карает судьба. Конечно, преступники и желающие получить легкие деньги будут всегда. Однако, все же, несмотря на это, не стоит забывать, что наше окружение зависит в том числе от каждого из нас. Вместе мы можем сделать мир лучше и безопаснее. На этом у нас все. Всем хорошего настроения и до встречи!